Всем привет! И сегодня мы рассмотрим такой вопрос, да, сколько обходится программа ARP налогоплательщикам Ирландии? Поднимается этот вопрос, в этой статье все указано, расписано. Партия, да, Шон Фен об этом высказалась и подробно здесь рассказала, сколько что стоит и в какой, да, можно сказать, в геометрической прогрессии сейчас расходы растут на обслуживание ARP, потому что украинские беженцы массово пытаются выйти из плена, да, вот этих вот лагерей, полных пансионов. Большинство отелей закрываются, то есть их контракты не продлеваются, либо людей перевозят в другие какие-то центры, то есть и в этих центрах уже новые правила, специально их переселяют, да, чтобы они уже получали пониженные выплаты в размере 38 евро 80 центов в неделю. Из-за этого люди массово ищут жилье по программе ARP. Это, конечно же, создает неудобства, в первую очередь, для тех, кто работает в легальном поле, то есть арендодатели, потому что многие массово закрывают свои арендные дома, то есть они сдавали в аренду, они берут, закрывают все это, все эти процессы, закрывается это все там на сайте, быстро делается, и просто после этого берут что? Сдают украинцам по ARP, потому что эти деньги нигде не учитываются. То есть государство дает деньги, закрывает вот так вот руками глаза и говорит, мы не знаем, мы не видим, что эти деньги у вас есть. И многих это волнует, в том числе в парламенте многие высказываются о том, что это несправедливо. То есть честный арендодатель сдает жилье, платит с каждого евро, заплаченного ему, процент в виде таксов, то есть в виде налогов, и отдают их государству. То есть, а ARP люди закрывают теперь все вот эти, да, договоры и переводят свое жилье просто в обратно в обычное жилье, то есть не сдающиеся в аренду, и принимают просто теперь украинских беженцев, при этом получают 800 евро безвозмездно и не платят с них никаких налогов. В следующий момент много людей что сделали еще, вот так вот здесь у нас близко от меня 30 километров был так называемый дом, который его переделали, назвали гостевой дом. И там, что сделал этот прекрасный, да, владелец, он взял каждую комнату, переоборудовал и каждой комнате как-то каким-то образом создал для них, да, ну, ARP, как отдельная, не ARP в смысле, а AR-код дал каждой комнате. То есть в прямом смысле это я не фантазирую, и в чатах можете поискать, люди сами пишут, что... И он получал с каждой комнаты по 800, то есть это как мини была гостиница, получается, у него гостевой дом, и он с каждой комнаты, там было у него 6 или 7 комнат, двухэтажный дом, он такой большой, широкий, да, и он предоставлял, и он просто молился на эту, как говорится, на эту программу. Ну, сейчас ему контракт уже не продлили, и теперь, конечно, он в печали, у него очень сильный сад, он очень слишком грустный теперь. Он говорил просто таких легких денег я еще не получал, просто легких денег. Вы понимаете, в каком количестве, да, вы можете сами математику умножить и понять, что человек просто получал и при этом не платил налоги никакие. Плюс ему даже там еще что-то компенсировали, какие-то были льготы на электричество и даже давали какие-то дополнительные деньги на то, чтобы он еду привозил, как-то там какие-то ваучеры, что-то такое, не буду уже фантазировать, но сам факт, что сейчас программу ARP уже знают, уже разжевали конкретно ирландцы, и они понимают, что это нормальная тема, что это выгодно. Поначалу они не понимали, они как-то так с осторожностью смотрели. Ну теперь, когда сарафанное радио, когда уже и знакомый, и сосед так делает, и все потихоньку вникают в этот процесс, и теперь уже с легкостью, да, людей пускают и получают свои деньги. В этой статье тут конкретно написано, да, сколько что тратится. Я почитал, посмотрел, да, конечно, деньги колоссальные, кто бы что ни говорил. Сейчас набегут, скажут, ну, в отелях же платили больше, то есть там за каждого человека, да, в отеле там за человека, там не за семью прям.
Понятно. И что там вообще чуть ли уже в этих отелях не целая мафия, там же расследования идут о том, что подрядчики одни и те же, там какие-то магнаты. Я недавно читал статью, там прям целая уже конспирация, понимаете, какой-то заговор того, что деньги там круговорот идет, одни платят, другие получают, и там вот так вот, короче, гостиничная мафия там с гаверментом вместе что-то мутит, крутит. Не знаю, не знаю. Я знаю, что, ребята, ARP растет в геометрической прогрессии, люди снимают массово, ну, предоставляют свое жилье, потому что это выгодно в первую очередь ирландцам. Если это человеку не выгодно, то, понимаете, это ничего личного, это просто бизнес. Рука руку моет, знаете, сострадание, там все это жалость, там доброта. Из 100 человек 10 человек по этой причине впустят, да. Остальные 90 впустят в свой дом только если им заплатят, если им будет какая-то выгода. Я никого не критикую, но факт остается фактом. Если поначалу, когда ARP было 400 евро, никто никого не пускал, пускали просто реально по доброй душе, просто добрые люди, потому что было сострадание, было жалко людей, то сейчас просто уже люди считают, высчитывают, смотрят, как бы еще подсдать, как бы еще дать, потому что сдать, да, жилье, потому что это уже в какой-то мере бизнес. Бизнес вот такой вот организовали, да, получается, вот эта вот программа ARP сотворила, просто осуществила целую новую, да, сферу, просто сферу заработка в Ирландии для ирландцев. Так что это уникальный вообще такой случай. И слухи первые говорят о том, что и многие заявляют, что несправедливо первое, что еще ARP не распространяется на международников, да, и это эксклюзивная такой VIP программа только для украинских беженцев. То есть и хотят, возможно, ее распространить на всех, да, беженцев, которые приезжают в Ирландию. Это под вопросом, но об этом уже говорят. Сегодня 1 октября, будет приниматься бюджет, будем смотреть, какие там будут расходы на те или иные программы, это первое. Подписывайтесь на канал, потому что скоро будет много роликов. Вот этот период, начиная с октября по декабрь, да, он будет очень активный с различными принятиями и рассмотрением различных законов в парламенте Ирландии. Это такой у них активный вид деятельности сейчас запускается, потому что потом там будут каникулы, Крисмас, Новый год, и в прямом смысле до марта 25-го останется уже очень мало времени, и нужно что-то решать, какие-то статусы, уже что-то говорить конкретнее. И вот сейчас, вот этот период, я думаю, будут уже конкретные какие-то разговоры. Так что подписываемся на канал, ставим лайк, комментарий обязательно. Если вам нравится то, что я делаю, становитесь спонсором моего канала. Для спонсоров я снимаю эксклюзивные ролики, плюс есть у нас закрытый чат, в котором в котором вы сможете задать мне те или иные вопросы, которые вас волнуют. Плюс, если я смогу чем-то, то я помогу вам, да, в решении той или иной проблемы, если это в моей компетенции. Как я и говорил, число тех, кто сдает жилье по ARP, и тех, кто в этом жилье живет, да, тот, кто ищет это жилье, эта шкала идет просто в геометрической прогрессии. Вот здесь даже в заголовке написано, да, число в начале года составляло, да, 4000, сейчас 16. И расходы выросли до 13 миллионов евро в месяц. То есть сейчас там внизу будет расчет, да, и будет подведена сумма, да, за год. Но это, вы же понимаете, это не финальная сумма. Это сумма только вот на сентябрь. А еще у нас октябрь, ноябрь, декабрь. Сколько за этот период еще людей переедет по программу, ну, в программу ARP, да, то есть найдет себе хоста и переедет к нему в квартиру, в дом, да, либо еще в какое-то там здание, гостевой домик и так тому подобное. Мы не знаем. То есть эта цифра еще не окончательная. Она сейчас я разговариваю, и она прямо сейчас, да, кто-то подписывает этот вымышленный контракт, который не является никаким контрактом. Запомните, по программа ARP это не является арендой. Вы можете хоть там мне глаза выцарапать, хоть что хотите, короче, доказывать, кричать, там, горло перегрызть, но это не аренда, запомните. Вот это вот Филькина грамота, вот эта вот бумажечка, которую вы подписываете с ирландца, вы можете сходить с ней в туалет и все. Если ирландская семья, хост захочет вас
выгнать, он скажет, и в этот же день вы обязаны уйти. Да, там указано, что за 2 недели нужно сообщить, там бла-бла-бла, но если у вас плохие взаимоотношения, ирландец захочет, он приедет просто и выкинет к чертовой матери ваши вещички и вместе еще с гардой приедет, понимаете, потому что в маленьких городках, если гарда друг друга, все они все знают, они приедут, конечно же, они помогут, потому что вы находитесь незаконно в его доме, нет никакого контракта, нету, само правительство говорит, разъяснение по ARP, если хост не хочет, и хочет, чтобы вы ушли с его жилья, то он может в любой момент попросить вас это сделать, и ему за это ничего не будет, никаких санкций, никаких штрафов, ничего. То есть вы по факту живете, да, возможно, там в шикарном доме, либо апартментах, но вы бесправный человек. Это не ваше жилье, оно временное. Так что не нужно рассказывать там про какую-то бумажку, мы там что-то написали, накалякали, там имя, фамилия, там я обязуюсь, то все, пятое, десятое. Вы обязуетесь просто платить коммунальные услуги, это да, там можно это прописать для просто... чтобы у хоста была бумажка подтверждения, что там вдруг вы забыли оплатить, и к нему же будет, на его счет будет приходить, на его имя, да, там, вы не заплатили то-то, то-то. Он такой, вау, к вам приходит, говорит, ну, в смысле, как это? Вы говорили, будете платить все вовремя, все будет четко, как удары плеткой, а вы вот так вот меня подставляете. Вот только для вот этих вот целей делается вот эта вот бумажка, чтобы просто какое-то, да, самооблегчение у него и у вас было, что что-то есть, какой-то договор, какая-то, да, такая вот вымышленная Филькина грамота. Но мы не про то, а про то, что увеличилось, да, количество тех, кто и живет по ARP, кто сдает по ARP, да, расходы, мы уже сказали, что увеличилось количество, да, с 4000 до 16 тех, да, кто предоставляет ARP. В эту, возможно, статистику входят и те люди, ну, то размещение, которое было, которое уже люди не захотели, да, уже, ну, продолжать, я думаю, потому что 16 тысяч там многовато. Мне кажется, что в общем всех, кто когда-либо предлагал жилье по ARP, мне кажется, эта статистика вот такая, потому что многие впустили там полгодика, люди пожили, потом по тем или иным причинам захотели дом продать, может, какие-то родственникам сдать. То есть, ну, все меняется, а статистика тут неточная, так что мы будем отталкиваться от того, что это в общем 16 тысяч, да, домовладельцев захотели свое жилье предоставить по программе ARP. Будем так это интерпретировать. И вот еще. На этой неделе высказывались опасения, что выплаты за аренду жилья ARP, которая составляет 800 евро в месяц, не облагается налогом для хозяев, сокращает предложение арендного жилья, особенно в регионах, где арендная плата обычно составляет менее 1600 евро в месяц. О чем говорится? ARP ломает рынок, понимаете, пополам. То есть, как я и говорил, там, где люди, да, зарабатывали, сдавали жилье по одним условиям, теперь программа ARP, люди переходят на нее, не хотят заниматься арендой, потому что там отчетность, таксы, все это учитывается. Ты перешел на ARP, свои 800 получил, даже если ты сдаешь жилье за 1200, вы понимаете, вы 300, либо там сколько, может даже 400, точно я не знаю, но я знаю, что там неплохо так ты платишь в казну, то есть бюджет, с этого рента отдаешь государству, ну, то есть любой арендодатель. И зачем тебе этот геморрой? Ты берешь, переводишь обратно свое жилье в обычное, то есть в обычное, да, жилое помещение, и заводишь туда украинскую семью, и спокойно получаешь свои 800 без всяких вообще вопросов. Просто номер счета, и тебе просто в последний день каждого месяца ляпает на счет 800 евро. Все, добрый вечер, добрый день, все хорошо, всем хорошо, всех обняли, приподняли. А те, кто хочет работать, ну, это больше, да, те игроки, у которых не одно здание, а много, и те, кто занимается давно, может, у них там построены какие-то комплексы, да, вот такие комплексы, как я живу, то есть у нас торговый центр, да, и тут 30 квартир на крыше. Вот таким, да, им сложнее, то есть в прямом смысле теперь им сложнее находить себе ну, тех, кто будет снимать, да, у них, потому что украинцев наплыв пришел, и они рассосались в большинстве случаев по ARP, а те, кто и снимает сами, то они стараются, да, находить какие-то уже более конкретные варианты, более удобные варианты, потому что тот человек, который сам снимает жилье, у него есть деньги, у него есть работа, ему нужно подстраиваться уже по те или иные параметры.
Короче, вот такие вот дела не слишком хорошие, люди возмущены. Напишите в комментариях ваше мнение, как вы считаете, ARP-программу распространят и на международников, это первое. И второе, как вы думаете, до конца года ее как-то изменят, и либо все-таки оставят все как есть, и все жили, не тужили, и все будет хорошо. По моему мнению, должны что-то изменить, потому что я записывал ролик про то, что из партии Шон Фен, там конкретно ребята настроены на то, чтобы ее как-то изменить, но даже они сказали, ладно, оставляем программу, но для новоприбывших, кто будет приезжать вот с какого-то числа, там, не знаю, давайте там просто образно скажу, с декабря 2024 года приезжает новый беженец, все, он имеет только бесплатное жилье в лагере, да, на 90 дней, и все, ARP-программа для него закрыта. Остается только что аренда за свои деньги, то есть за свои кошты, пошел работать и снимаешь сам себе жилье. Вот это вот возможно, кстати, вот это вот возможно, потому что программа ARP, как многие кричат, как они могут отменить программу ARP, если защиту временную продлили до марта 26 года. Милые мои, прекрасные мои, любі друзі, программа ARP это эксклюзивная программа лично Ирландии. Она не входит в протоколы от Евросоюза. Вот Евросоюз просто в этой временной защите установлено то, что да, каждая страна должна обеспечить крышей над головой. Но вот 90 дней и есть крыша над головой, да, и в остальных уже большинства европейских стран, то есть Евросоюза, тоже Польши, Чехии, предоставляется бесплатное жилье, тоже где на 90 дней, где на 120 дней, а после ты уже либо сам снимаешь, либо подаешься там на какие-то программы, которые тебе тоже помогут снимать, но часть денег ты уже будешь платить сам, это как в Ирландии, там, не знаю, рент-суплемент, да, хаб пока месть закрытый, недоступен для украинцев, у них есть пока месть, да, ARP, это еще круче хаба по факту. Ну, хаб, конечно, круче в общем, потому что там контракты, все официально, и тебя как бы там не выгонят, да, не покажут тебе пальчиком на дверь, давай, вон дверь, вон нахер. Так что, да, вот такие вот дела, такие вот диссонансы получаются в различных, да, законах, подзаконах, и Ирландии нужно все это уже потихоньку формировать четко, чтобы понимать общую картину, что происходит. Сейчас пока все такой безлад у них, да, такой беспорядок немножко, но я понимаю, потому что этот протокол защиты был включен впервые для украинцев, и есть, конечно, первый блин седокомом, и нужно все это пока отшлифовывать, дорабатывать, чтобы все было как часики швейцарские, чтобы все тикало и не отставало, да, и не спешило никуда. Я думаю, все это сделается. В каком формате ARP оставят, я не знаю, но я знаю то, что по-любому что-то будут менять. Так не может дольше продолжаться. Следующий момент, давайте уже перейдем к самому сладенькому. Это денежки, ребята. Это денежки. Данные, представленные The Irish Times, показывают, что в этом году число одобрений ARP увеличилось в среднем на 691 заявку в месяц. Вы вдумайтесь. То есть больше 500 заявок в месяц. Вот сейчас мы общаемся, как я и сказал, получается, что еще у нас октябрь, ноябрь и декабрь до конца года, чтобы статистика, да, еще обновилась. Это получается еще добавится около 2000 еще людей, которые, возможно, будут жить, да, по РП. То есть ко всем вот этим данным, что вы сейчас видите на экране, можно добавить еще 1,5-2 тысячи еще, да, домов, которые предоставят жилье по ARP. То есть и увеличить же вот эту вот сумму расходов еще добавить. В результате чего общее количество одобрений составило 4244 в январе 2023 года, 10198 в январе 2024, то есть вы видите геометрическая прогрессия за год, и 16297 по состоянию на 22 сентября. Вы видите, да, что происходит? То есть массово люди рассчитывают только на программу, которая временна. Как ни крути, она временна. Вы живете у людей просто в гостях, без контрактов. Вы представляете, какое количество людей рассчитывают на эту программу и дальше рассчитывают только на нее. Мы с первых дней, я и моя семья, снимаем сами жилье за свои, мама мия, деньги. Вначале платили 600
за эту, да, за эти апартменты с одним бедрумом. Сейчас уже платим 750, нам уже повысили. Тут скажут, да что это за такие цены? 600, 750. А вы становитесь моим спонсором, я запишу вот скоро на днях ролик и расскажу, в каком каунте, да, это такие вот цены. Городки вам покажу примерные, с такими же ценами. 600, 750, 800 до 1000. И до 1000, до 950 можно дом маленький снять, то есть таунхаус. Многие мне не верят, что я рассказываю какую-то иллюзию. Нет, просто это маленькие городки. Для нас это поселки. Города 3000 до 4, 2000. Вот таких вот маленьких городках вот такие вот цены. Да-да-да, это вам не Корки, Лимерики, Дублины, Уотерфорды и так далее. Все хотят там, конечно, нежиться во всей этой, да, цивилизации. Нет, ребята, если вы хотите снимать за малые деньги, едьте в глубинку, только так. В больших городах там, понятно, прайс сразу 1000 плюс. Все, ниже за 1000 только комнату. А здесь за 1000 ты можешь дом маленький снять. Есть разница, конечно. Нет каких-то там кинотеатров, торговых центров, боже мой. 15 километров, торговый центр, город, все дела. Я не знаю, сколько ехать 15 километров это. В лучшем случае, да, 20 минут. Все, ты уже в цивилизации. Не вижу никаких проблем с этим. Так что каждый сам выбирает свой путь. Так что если вы хотите получить от меня, да, вот такую вот информацию про то, где найти такие вот цены и снять самому жилье, то, пожалуйста, становитесь моим спонсором. Вы можете стать спонсором всего лишь от 1, да, доллара в месяц. Так что подписаться, и потом для вас лично будет только виден этот ролик. То есть только те, кто оформил, да, спонсорства, только они видят эти ролики и смогут там всю эту информацию для себя увидеть. Следующий момент. В общей сложности на ARP, то есть программа ARP теперь обходится Ирландии, ирландским налогоплательщикам, то есть ирландскому государству в 13 миллионов в месяц евро или 156 миллионов евро в год. Вы понимаете, что вот это уже, ну, неправильное, да, то есть нужно все эти данные, когда обновятся, вы понимаете. То есть, как по мне, тут можно добавить, да, в месяц теперь еще пару миллионов, это будет где-то 15, да, потому что мы понимаем, что еще 2000 точно добавится людишек, да, людей, которые будут снимать, ну, жить по этой программе, не снимать, неправильная интерпретация с моей стороны. То есть, ну вот, давайте, ладно, в год пусть будет 170 миллионов будет, да, представляете, 170 миллионов евро тратятся каждый сейчас, да, в этом году потратится на программу ARP для украинских беженцев. Каждый украинский беженец должен максимально быть просто признателен, просто от души сказать спасибо, потому что такой благодати ни один украинец никогда не чувствовал от украинского правительства, от украинского государства. Никогда в жизни он не видел такой щедрости и доброты просто. Просто никогда. И когда там что-то где-то бывает, рассказывают, не тот климат, не то, медицина, так не то. Да вы что, на приколе, придите в себя уже наконец-то. Просто возьмите себя, встряхните немножко в зеркало, посмотрите и задайтесь вопросом. Кто-то вообще, кто-либо за эту вашу жизнь такую успешный успех платил такие бабки за вас просто. Содержал вас так хоть кто-то. Понимаете? Так что вы должны максимально быть признательны просто этой стране, этому правительству за то, что они делают такое огромное добро для вас. Ну и всю эту кашу, конечно, с ARP затеяли, да, Sinn Féin. Это партия, да, которая набрала себе очков в выборах, которые были летом. То есть она такого правого, да, поворота. И в чем фишка? В том, что главное, что имеют в виду, что несправедливость в том, да, обратно же вернусь, что некоторые арендодатели платят ставку до 52%, платят налог с того, что они сдают в аренду свое жилье. Сдаешь ты по ARP, ничего ты не платишь. Деньги нигде не видны, просто получил, ну и молодец. И следующий момент в том, что все украинцы, да, которые живут, статус тоже не просматривается в том смысле, что нету проверки нуждаемости. То есть работает семья вдвоем, получает денежку и жена, и муж, только платится за коммунальные, за аренду ничего не платится. То есть люди живут бесплатно.
Как вы знаете, в Европе вообще, ну и в Ирландии в том числе, большой процент расходов, то есть, ну, в общем, аренда, да, и коммунальные. То есть у большинства людей это 50% дохода уходит туда. А украинские беженцы, получается, обходят эту систему, выходят за скобки большинство. И кто-то живет в пансионах, где тоже не платится, либо другие живут по АРП и тоже ничего не платят. А зарплату получают многие, да, там на минималке работают, и ирландцы бывают. Получается, работает рядом с ним украинец, ирландец платит аренду, там снимает комнату, да, либо квартиру, а украинец не платит. Справедливо это? Ну, конечно же, нет. Если я считаю так, если украинец работает, хотя бы один в семье работает полный рабочий день, то все. То есть 800 евро этот человек может себе позволить выделить и заплатить. Вообще не вопрос. То есть на раз, два, три. Просто эти деньги будут платить уже не государство, а просто сам человек, который работает. То есть, знаете, по всем правилам Ирландии, если ты работаешь full time, ты себя можешь обеспечить. Там уже, если тебе где-то не хватает, ты подаешься на различные программы, доплаты, помощи в аренде и так далее. Но сам факт, правительство, ну, государство Ирландии, если видит в вас уже человека, который может себя обеспечить, если вы работаете полный рабочий день. Все. Работаешь полный рабочий день, моментально все откидывается, и на все программы нужно подаваться, все по-новому, все вообще пересмотр полностью, все твои экосистемы проживания. То есть и medical card проверяется, и все остальное. Ну, можно вам выдавать, нельзя. Все проверяется моментально. Пока ты безработный, тебе все дается, никто тебя, как говорится, ну, не трогает. Ты живешь, получаешь свои там 235, ну и получай. А потом, если выходишь ты работать, все, пошло моментально сразу пересмотр всех твоих движений, которые ты осуществляешь в этой стране. Несправедливо, этот момент, да, вот этот момент меня тоже волнует больше всего, потому что у нас тоже работающая семья, мы платим. Люди у нас знакомые есть, они работают, но они не платят. То есть, по факту, еще раз повторяю, это повторял уже не в одном видео, они просто от того, что живут по АРП, они больше зарабатывают денег. Просто вот, в их семье больше денег не от того, что они лучше, да, чем чем-то. Две руки, две ноги. Просто от того, что вот они живут по этой программе. Ну, мы живем, потому что мы все-таки хотим жить, как сказать, надеемся на то, что мы тут останемся, и снимать жилье, и платить все биллы самому, это в первую очередь нужны поинты. Как вы знаете, чтобы податься потом на гражданство, нужно иметь по 150 поинтов в год, и вот мы стараемся эти поинты, как говорится, поддерживать. За них я скоро сниму ролик про эти поинты, так что то, что мы снимаем сами, это нам, конечно, большой плюс. Ну, если, конечно, не ведут обратно какую-то льготную, да, переходную программу, и что пофигу, платил, не платил, поинты, не поинты, тебе засчитало все, и все нормально, ковровая дорожка, красная, лепестки роз, паспорта, и все, мир, дружба, жвачка. Возможно, будет так. Но я что-то думаю, конечно, такого прям лайта не будет, что-то придумает, но не сразу. И главный утешительный приз это то, что сказали в правительстве, да, то есть в департаменте по делам детей, ну, вот этот, который отвечает за все вот эти вот, за размещение, за предоставление всех этих льгот, да, украинским беженцам, что на вопрос о том, может ли быть снижена ставка 800 евро в месяц, представитель департамента ответил, что в настоящее время этот вопрос не рассматривается. Так что если АРП и видоизменят в каком-то, да, моменте, то это будет точно уже не цена. Он это сказал, значит, я думаю, все-таки будут вот эти вот моменты сделать, что, возможно, новоприбывшим они не будут давать. Следующий момент это заставит ирландцев просто оформиться и платить с них налоги. И третий вариант это могут расширить на международников, то есть что теперь все будут этой программой пользоваться. И еще то, что будет уже смотреть по нуждаемости, то есть будет проходить каждая семья вот этот тест, да, нуждаемости. Если в семье есть те люди, которые работают, то, возможно, даже если ты работаешь не полный рабочий день, то ты какую-то часть денег уже можешь платить. То есть я имею в виду, что государство может потихоньку уже перекладывать вот эти вот выплаты на самих украинцев. Вот и все. И какую-то часть каждый будет вносить. Полный рабочий день, значит полная оплата. Не полный рабочий день, знаешь, там какую-то часть, да, там, не знаю, 200 евро будет в месяц, 300. То есть
живешь на выплатах и живешь по ARP, все равно вы можете какую-то часть платить, там, не знаю, 50 евро даже, то есть в прямом смысле помогать государству с этими всеми делами. Вот так вот они могут, я думаю, сделать. Но полностью отменить, конечно же, сейчас нет, потому что огромное количество людей живет, и каждый день заявки новые одобряются, как видели статистику, так что пока есть об отмене ARP нет смысла говорить, жужжать, да, все вот эти яркие заголовки, конечно, это все делается для того, чтобы, конечно, просмотры, человека заинтересовать, здесь ничего такого нету, это маркетинг, это так работает социальные сети, так работает любая журналистика, так работают любые блогеры, влогеры, называйте как хотите, тех людей, которые делают да, авторские какие-то свои программы, комментарии, высказывают свое мнение, так делают все, так что не думайте, когда человек там пишет какую-то яркую обложку и заголовок, а потом по факту там, да, незначительное какое-то изменение, либо какие-то там слухи, то это нормально. Так работает пиар в наше время. Так что вот такие вот новости, вот такие вот растраты ирландцы тратятся на программу ARP, да, пока мы сейчас 153 миллиона в год евро тратится, большие это деньги, либо маленькие, пишите, конечно, сами, на мой взгляд, конечно, это большие деньги, это колоссальные деньги, потому что по факту, почему я так говорю, может в общем для страны и нет, но кто мы такие, кто мы украинцы для ирландцев, никто, звать нас никак, налоги мы сюда не платили, эту землю мы не развивали, не освобождали и так далее. То есть мы тут гости, и такие бабки давать гостям, это, ну, это просто феноменально. Для меня это феноменально, когда ты вот это вот все обдумаешь, что да. А если смотришь с точки зрения, там, они обязаны, они должны, у нас война, мы вот так, вот они богатые, там, делиться. Если вы так думаете, такими мерками, то, конечно, значит, вы меркантильный человек. Я думаю, с точки зрения, как бы я поступил, пустил ли я бы, да, свой дом, как вот так вот деньги отдавать, да, когда мы могли бы своих там бездомных им дома построить за эти деньги, там, не знаю, новую школу, новый садик и так далее, там, много чего можно, куда было, можно было вложить эти деньги, да, но они отдали это людям, которых никогда не видели и не знали, вот эти вот деньги. Так что за это им большое уважение, респект и низкий поклон ирландцам и всем, кто, да, причастен к вот этим вот всем программам. Всегда держу в курсе.